Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 4 июля. Обращаем ваше внимание, что сегодня день денежного потока, поэтому обязательно проведите сегодня одну простую, но в то же время действенную и уникальную практику. Возьмите лавровый лист и напишите одно слово и напишите цифру. И это поможет вам осуществить ваше самое сокровенное желание или мечту. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 4 июля и обращаем ваше внимание, Луна находится сегодня в знаке зодиака Близнецов и находится в квадрате к Сатурну. Именно это астрологическое положение вызовет снижение мотивации и отток сил, что существенно повлияет на продуктивность и общую энергию дня. Убывающая Луна в Близнецах в квадрате к Сатурну снижает, к сожалению, сегодня мотивацию и жизненные силы. Энергия резко идет на спад, поэтому сегодня не рекомендуется начинать новые проекты или браться за сложные и громоздкие дела. Вместо этого лучше посвятить время завершению начатых проектов, рутинной работе, которая требует от вас минимального напряжения и концентрации. Также в течение дня вероятны проблемы с концентрацией внимания, небрежность и рассеянность. Это может привести к увеличению числа ошибок в расчетах, в документах, может быть потеря вещей, могут быть какие-то задержки, опоздания. Ну а чтобы минимизировать возможные неприятности, важно быть особенно внимательным и аккуратным, проверяя все свои действия и проверяя все свои решения. Собеседники, обращаем ваше сегодня особое внимание, будут также невнимательны друг к другу, могут забывать важную информацию, просьбы и поручения. Поэтому важно помнить об этом и стараться не назначать на этот день важные встречи и разговоры, так как есть высокая вероятность недопонимания и пропуска ключевых моментов. Если возможно, отложите важное обсуждение на более благоприятное время. Сегодня, пожалуйста, избегайте начала новых дел и проектов, особенно если это касается каких-то крупных проектов, каких-то инвестиционных проектов. Вместо лучше этого сфокусируйтесь на завершении уже начатых задач. Проверяйте все свои действия, проверяйте все свои решения, чтобы избежать ошибок и недоразумений. Если вы сегодня работаете в коллективе и вы составляете какие-то, например, отчеты, какие-то делаете заключения и так далее, попросите своих коллег, чтобы они проверили информацию уже своим свежим глазом. Это очень сегодня важно. Важно сегодня отложить на потом и важное обсуждение встречи, иначе вы где-то может возникнуть недопонимание, и вы можете пропустить какую-то очень важную ключевую информацию для вас. Поэтому еще раз делаем акцент, что сегодня лучше посвятить время все-таки рутинной работе, которая требует минимального напряжения и минимальной концентрации. Постарайтесь сегодня не переутомляться и выделите время для отдыха и даже для восстановления энергии. Обращаем ваше внимание, хоть сегодня сам по себе день, в который вы можете привлечь именно те блага, которые вам нужны, но вы должны понимать и то, что когда энергии недостаточно, то человек начинает допускать ошибки, где-то происходит недопонимание, конфликтные ситуации, человека начинает это все раздражать, и, соответственно, человек начинает терять энергию. Вместо того, чтобы работать в плюсе, он начинает идти в минус. И, соответственно, уже вторая половина дня, она такая находится в дисбалансе, ничего не получается, все падает из рук и так далее. Поэтому вы, зная уже вот эти моменты, обязательно сделайте правильно и распланируйте свой день так, для того, чтобы не было всевозможных казусов.
Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодняшний день считается, когда денежные потоки особенно сильны и благоприятны для привлечения финансового благополучия. В этот день можно использовать проверенные методы для того, чтобы усилить свои финансовые возможности. И одним из таких вот методов является проведение практики с проведением именно лаврового листа. Вы знаете, что лавровый лист еще с древних времен считается мощным магическим инструментом. Его используют для очищения пространства, для привлечения удачи, исполнения желаний и, конечно же, для улучшения финансового благополучия. Лавровый лист символизирует победу, триумф, успех, что делает его идеальным атрибутом для практик, ритуалов, направленных на привлечение денег. Итак, перед тем, как приступить к этой практике, вам обязательно нужно настроиться на позитивный лад и освободить свои мысли от негативных эмоций. Эту практику вы можете проводить в любое время. Сегодня в любом месте. Главное, вам понадобится для проведения практики лавровый лист и именно спичка. Итак, найдите тихое место, где вас никто не будет беспокоить. Возьмите лавровый лист, далее возьмите спички. Именно спички, обращаем ваше внимание, не зажигалки. Это очень важно, потому что именно спичка, она зажигается и горит, у нее дерево, то есть у нее не искусственный огонь, а вот именно природный огонь. Это очень важно для проведения именно этой практики. Итак, как мы будем проводить? Выберите самый красивый лавровый лист. Если, например, вы находитесь на своей кухне, взяли, открыли пакетик или баночку с лавровыми листами, и они вам не нравятся, вот вы на интуитивном уровне уже чувствуете, что что-то здесь не так. В таком случае сходите в супермаркет, в магазин, на рынок и купите вот тот лавровый лист, который, вот знаете, вы прямо на интуитивном уровне почувствуете, вот что это ваше. Помните о том, что наша интуиция, она дает нам всегда очень важные подсказки. Но, к сожалению, мы очень часто думаем о том, что ой, это нам показалось, или нам предвиделось, и так далее, и так далее. Нет, это наша интуиция работает и дает нам вот таким образом подсказки. Итак, выбрали самый красивый лавровый лист, далее берем фломастер, можете взять ручку, и далее что мы пишем на лавровом листе? Мы пишем свое желание, оно должно выражаться в одном, в двух словах, то есть это должно быть помещено на лавровом листике, и далее ниже мы пишем сумму, которая вам нужна для реализации условно вашей мечты или желания. Ну, например, путешествие, да, в такую-то страну, то есть, допустим, путешествие, пишите страну, в которую вы бы хотели посетить, или район, или место какое-то, возможно, какое-то святое место. Далее укажите сумму, то есть какая сумма стоит условно ваш вот эта вот мечта. Или, например, финансовая, или вас интересует высокооплачиваемая работа, да, тогда вы пишете финансовая работа и далее пишите сумму, но вы должны сразу для себя проговорить, это сумма за день, за месяц, за год. Очень часто Вселенная, она любит пошутить, и многие люди этого не воспринимают и думают, ой, сейчас я напишу сумму, вот такая мне сумма нужна. И Вселенная, не понимая ваших конкретных желаний, она, соответственно, все делает, как вы считаете, не так или неправильно, но просто вы должны правильно проговорить. То есть, например, так, мне нужно условно 100 тысяч, например, в неделю, да, или в месяц. Кто-то сейчас улыбнется, скажет, ой, у меня пенсия там-то копеечная, а вы мне говорите такие суммы. Если вы такое говорите, вы сами себя ограничиваете. Вселенная возможности безграничны. Мы уже неоднократно говорили, вы в комментариях пишете сами, что как только вы убираете вот эти шоры, в вашей жизни начинают происходить изменения. Поэтому, пожалуйста, не ограничивайте себя, потому что вы говорите, ну что вы мне тут рассказываете, у меня ничего не получится, вы еще не попробовали, вы еще ничего не сделали, а вы уже сами поставили ограничения, крест на том, и на той идее или на том проекте, который вам важно. Даже бывает так, что люди зациклены на том, что вот мне должна поступить вот именно такая сумма для покупки или приобретения чего-то. Но Вселенная
Вселенная может сделать так, что вы можете выиграть деньги, вам могут сделать такой вот подарок. При этом это могут сделать те люди, на кого вы вообще даже не рассматривали никогда и так далее. Просто Вселенная, она всегда делает это через кого-то, потому что Вселенная – это безграничные возможности. Мы с вами, каждый из нас, обратите внимание, живет в материальном мире. И мы с вами, наше тело – это материальный мир, да, то есть мы привыкли все видеть, слышать. Материальный мир, он состоит Вселенная состоит из энергии. И вот тут происходит дисбаланс, поэтому нужно понимать и осознавать, что вы говорите, как вы говорите, что вы просите. И далее возьмите после того, как вы напишите, подержите лавровый лист в руках и представьте, как он наполняется золотым светом и энергией. Визуализируйте, как денежный поток направляется к вам. Далее, держа лавровый лист в руках, скажите следующие слова. Лавровый лист, силой своей мне помоги, денежный поток ко мне приведи, финансовое благополучие и изобилие привлечь, пусть в мою жизнь придет успех. После этого возьмите этот лавровый лист, можете еще пару минут подержать, а после этого вам нужно поджечь лавровый лист, можете лавровый лист положить в миску, на подставку, и пусть он полностью сгорит. И в этот момент представляете, как ваше желание, как ваша мечта отправляется во Вселенную и начинает исполняться. После этого обязательно поблагодарите Вселенную за помощь и поддержку. Далее, после этого обязательно вы должны на протяжении всего дня находиться в позитивном настроении. Если вас кто-то пытается обидеть, сказать какие-то нехорошие слова, вы ни в коем случае не должны на это игнорировать. Не стоит это обращать внимание, потому что Вселенная, высшие силы вас проверяют, и насколько вы готовы созидать и творить в этом мире. Здесь это очень важно. Обращаем на это ваше внимание. Теперь давайте, друзья, проговорим касательно лунного календаря здоровья, на что вам сегодня стоит обратить внимание. Итак, сегодняшний день очень хорошо направлен, именно энергетика организма направлена будет на очищение и избавление от всего ненужного. Поэтому сегодня отличный день для детоксикации, избавления от вредных привычек и очищения организма. Обращаем ваше внимание, что организм в это время склонен к более быстрому выведению токсинов и регенерации. Кроме того, помним о том, что Луна в знаке зодиака Близнецов акцентирует внимание на дыхательной системе, плечах, руках и нервной системе. Поэтому в этот день важно уделять внимание своему дыханию, избегать перегрузок на плечи и руки, а также постараться снизить уровень стресса. Поэтому сегодня делаем дыхательные упражнения, далее легкие физические нагрузки. Все-таки Луна в Близнецах делает нас более активными и подвижными, но избегайте чрезмерных нагрузок на плечи и руки. Сегодня занимайтесь очищением организма. Очень хорошо делать очищение организма с помощью травяных чаев, свежевыжатых соков, какой-то легкой диеты. В то же время ограничьте потребление тяжелой и жирной пищи. Кроме того, снижайте стресс, потому что влияние близнецов повышает сегодня нервозность и беспокойство. Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и конфликтов, насколько это, конечно же, возможно. Также в этот день полезно избегать переохлаждения и контакта с аллергенами. Проветривайте помещение, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Что же касательно лунного календаря денег, то сегодня у людей будет проявляться такое вот желание узнать что-то новое, улучшить свои навыки, поделиться знаниями. Поэтому сегодня очень важно изучать все, что связано с деньгами. Также сегодня хорошо закрывать свои долги. И если вы не можете на данном этапе закрыть долги, но в любом случае хотя бы составьте план по их погашению. Избавляйтесь от финансовых всевозможных обременений и начинайте новый этап с чистого листа. Также избегайте сегодня крупных покупок. Сегодня не лучший день для таких вот покупок. Ну и, конечно же, старайтесь сегодня уделять внимание информации. То есть информации может идти сегодня много, но здесь нужно правильно, рассудительно к ней подходить.
Также сегодня у людей будет рассеянность, невнимательность. Люди могут принимать какие-то импульсивные решения и будет отсутствие концентрации. Поэтому обратите внимание на эти недочеты этого дня для того, чтобы быть более внимательным и осторожным. Карта Таро, которая выпала на этот день, 4 июля, друзья, это рыцарь Пентаклей. Эта карта символизирует стабильность, упорство и практический подход к жизни. И вы знаете, сегодняшний день, вот карта Таро рыцарь Пентакли обещает быть днем продуктивным, стабильным, поэтому постарайтесь сегодня сосредоточиться на практических делах и на долгосрочных планах. Также карта Таро рыцаря Пентакли подчеркивает нам важность последовательности и дисциплины. Но очень важно, чтобы вы избегали спешки и необдуманных решений. Все должно быть тщательно обдумано и взвешено. Кроме того, как мы уже даже по лунному календарю говорили, но еще раз проговорим, это хороший день для завершения давно начатых проектов и упорядочивания рабочего пространства. Конечно, проявляем терпение и не ждем мгновенных результатов. Что же касательно финансовой сферы, то рыцарь Пентакли обещает стабильность, поэтому занимайтесь сегодня планированием бюджета и анализом обязательно расходов. Кроме того, сегодня подходящий день для долгосрочных инвестиций и финансового планирования. Но не стоит сегодня ожидать быстрых прибылей, но именно ваши сегодняшние усилия, вот именно те усилия, которые вы сегодня осуществите, попытаетесь что-то сделать, принесут вам стабильный доход именно в будущем. И давайте уделим внимание совету от Архангела Михаила, что он нам говорит. И вы знаете, сегодня Архангел Михаил призывает нас уделить внимание энергетическому очищению и защите. Обязательно визуализируйте на протяжении всего дня вокруг себя светящийся синий цвет, который вас окружает и защищает. Также сегодня очень важно избегать распыления на множество задач. Архангел Михаил советует определить 2-3 главных задачи, которые требуют вашего внимания, и постарайтесь сосредоточиться на них. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы у вас было внутреннее спокойствие, потому что это будет являться ключом к преодолению препятствий, если такие будут иметься в вашей жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день 4 июля. Мы надеемся, он для вас пройдет легко и благополучно. Друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.